В этот век Кали нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути самореализации, кроме как повторять Святое Имя, повторять Святое Имя, повторять Святое Имя Господа Хари. Kali Kali Namarupe Krishna Avatar Nama Hoite Hoi Sarva Jagat Nishtar. In this age of Kali, the holy name of the Lord, the Hare Krishna Mahamantra, is the incarnation of Lord Krishna. Simply by chanting the holy name, one associates with the Lord directly. Anyone who does this is certainly delivered. В этот век Кали Святое Имя Господа Харинам является воплощением Господа Кришны, а дальше Simply by chanting the holy name, one associates with the Lord directly. Просто повторяя Святое Имя, человек напрямую общается с Господом. Anyone who does this is certainly delivered. Тот, кто занимается этой практикой, обязательно обретет освобождение. Dardya lagi harinama ukitina bara jaraloka bujaiti puna evakara. This verse repeats the word eva certainly 3 times for emphasis. В этом стихе слово «эва» повторяется 3 раза для того, чтобы подчеркнуть значение. And it also 3 times repeats Harinama, the holy name of the Lord. Также в этом стихе 3 раза повторяется слово «Харинама», Святое Имя Господа. Just to make common people understand. Для того, чтобы обычные люди поняли. So sometimes, we require to be told again and again particular instructions. Иногда нам приходится одни и те же наставления повторять по нескольку раз. In Kali Yuga, it is said in the Bhagavatam, in Kali Yuga, men have got short lives. В Бхагаватам говорится, что в Кали-югу люди имеют короткий срок жизни. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. Они постоянно ссорятся, у них несчастливая судьба, и помимо всего прочего, у них ум постоянно обеспокоен. Они ленивы. Therefore, they require to be told good instruction again and again. Поэтому хорошие и правильные наставления им нужно снова и снова повторять. It's like we are hearing repeatedly the same kind of instructions in Srila Prabhupada's purports, in his lectures, because we are quite dull-headed. Поэтому в книгах Шрилы Прабхупады, в его лекциях повторяются одни и те же наставления, потому что мы достаточно тупоумны. But if we hear again and again, then it may sink into our dull brains. Но если мы повторяем одно и то же снова и снова, то, может быть, в наши тупые мозги это как-то все-таки войдет. So in the same way, Lord Chaitanya is repeating this verse from the Brihad Naradiya Purana. Равным образом здесь Господь Чайтанья повторяет эту шлоку из Брихад Нарадия Пураны. And the verse 3 times repeats, you must do this, you must do this, you must chant the holy names, you must chant the holy names, you must chant the holy names. И в этой шлоке 3 раза повторяется, вы должны повторять святые имена, вы должны повторять святые имена, вы должны повторять святые имена. So if people take it seriously, then they can be relieved from the clutches of Maya. Если люди серьезно отнесутся к этому наставлению, то они смогут избавиться из плена материального мира Майи. And therefore Srila Prabhupada said he has requested his disciples to chant also at least 16 rounds daily of Hare Krishna Mahamantra. И поэтому Шрила Прабхупада давал наставление своим ученикам повторять минимум 16 кругом Харе Кришна Махамантры. Not only to chant, but to endeavor to chant offenselessly. И не просто повторять святые имена, но и стараться повторять их без оскорблений. And to follow the regulative principles. А также следовать регулирующим принципам. In this way they can be
fixed on this spiritual platform. Таким образом, они смогут утвердиться на духовной платформе. Because the holy name of Krishna is non-different from Krishna himself. Поскольку святое имя Господа не отлично от самого Кришны. So by attentive and offenseless chanting for considerable period of time every day, one is able to associate closely with Krishna. Поэтому, если человек внимательный, без оскорблений, в течение некоторого количества времени, каждый день повторяет святые имена, он может напрямую общаться с Кришной. Kevala shabde punarapi nishchoy karana jnana yoga tapa karma adini varana. The use of the word kevala only prohibits all other processes. Использованное слово «кевала» отвергает все остальные процессы и пути. Such as the cultivation of knowledge, jnana, Такие как культивирование знания, гьяна, the practice of mystic yoga, практика мистической йоги, or the performance of austerities and fruitive activities. либо же совершение аскез и деятельности во имя обретения плодов. So Prabhupada here in the purport, he says that people who are following these processes of jnana, yoga and karma kanda, they are simply wasting their time. Поэтому Шрила Прабхупада в своем комментарии к этому стиху говорит, что люди, которые следуют таким процессам, как гьяна, карма и так далее, просто попросту тратят свое время. When we point this out very plainly to an audience, members of opposing groups become angry at us. Когда мы напрямую говорим об этих наших принципах, то сторонники других противоборствующих нам групп и течений, они злятся на нас. But according to the injunctions of the Shastras, we cannot make compromises with these so-called jnanis, yogis, karmis and tapasvis. Но согласно наставлениям священных писаний, мы не можем идти на компромиссы с гьяни, карми и тапасви. When they say that they are as good as we are, we must say that only we are good and that they are not good. Когда они говорят, что они так же хороши, как мы должны говорить, что нет, они не так хороши, как мы. This is not our obstinacy. И это не наша упертость. It is the injunction of the Shastras. Это наставление шастр. We must not deviate from the injunctions of the Shastras. Мы не должны отклоняться от наставлений шастр. This is confirmed in the next verse of Chaitanya Charitamrita. Это подтверждается в следующем стихе Чайтанья Чаритамриты. Anyata jaymane tara nahika nishtar nahi 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 etina eva kar. This verse clearly states that anyone who accepts any path, any other path, cannot be delivered. В этом стихе ясно говорится, что тот, кто изберет другой какой-то путь, не сможет достичь освобождения. This is the reason for the triple repetition, nothing else, nothing else, nothing else. Вот причина повторения этих слов: нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Which emphasizes the real process of self-realization. Который подчеркивает важность истинного пути самоосознания. There's a story told by Lord Chaitanya about an astrologer called Sarvagya. Есть история, которую рассказал Господь Чайтанья об астрологе, которого звали Сарвагья. A poor man came to him to have his fortune told. К нему пришел бедняк и попросил ему сказать его будущее. The astrologer told him, when you were young, you left home. Астролог ему сказал: когда ты был молод, ты ушел из дома. And then your father died and left you a great fortune. Потом отец твой умер и оставил тебе великое наследство. But you didn't know because you were far away from home. Но ты не знал об этом, поскольку ты был далеко от дома. So the man asked him, how can I find a fortune? И поэтому мужчина спросил его: как же мне найти это свое богатство? So he said, don't look on the southern side, or you will be stung by a poisonous wasp. Ему было сказано: не смотри в южном направлении, иначе тебя укусит ядовитая оса. Don't look on the western side, or you will be attacked by a ghost. Не смотри в сторону запада, иначе на тебя нападет привидение. Don't look on the northern side, or you'll be swallowed by a great snake.
Не смотри на север, иначе тебя проглотит великая змея. But if you look on the eastern side, you can find a fortune. Но если ты будешь смотреть на восток, то ты сможешь обрести это богатство. So Chaitanya Mahaprabhu explained that the wasp on the southern side is a process of karma kanda. И Господь Чайтанья объяснил, что вот эта ядовитая оса на юге – это карма-канда. The ghost on the western side is the process of gyan leading to endeavoring to merge in Brahman. Привидение на западе – это гьяна, которая приводит к слиянию с безличным брахманом. And snake on the northern side is the process of mystic yoga. А змея на севере – это процесс мистической йоги. But the treasure can be found on the eastern side, that is to say, by the process of bhakti. Но богатство можно обрести на востоке, и это процесс бхакти. And bhakti etavane lokesmin pumsam dharma parasmita bhakti yoga bhagavati kannama grahanadibi. Devotional service of the Lord, which is based on a chanting of the holy names, is the ultimate religious principle for human society. Поклонение Господу, основанное на повторении святого имени, это та религиозная практика, которая предназначена для общества в наше время. Trina hoite nichahao sadalabe nama apani nirabhimani anye dibe mano. To chant the holy name always, one should be humbler than the grass in the street. Чтобы повторять святое имя, человек должен быть смиреннее, чем трава на улице, на дороге. And devoid of all desire for personal honor. Он не должен желать почтения в свою сторону. But one should offer others all respectful obeisances. Но всегда должен оказывать почтение другим. Taru sama sahishnuta vaishnava koribe Bartsana tadani kaki kichuna bolibe. A devotee engaged in chanting the holy name of the Lord should practice forbearance like that of a tree. Преданный, воспевающий святые имена, должен практиковать терпение, как у дерева. Even if rebuked or chastised, he should not say anything to others to retaliate. Даже если его кто-то упрекает или ругает, он не должен пытаться как-то отомстить. Kotileha taroyena kichuna bulaya shukaiya maritabu jalana magaya. For even if one cuts a tree, it never protests. Поскольку даже если дерево срубает, оно никогда не противится этому. And even if it is drying up and dying, it does not ask anyone for water. И даже если оно высыхает и погибает, оно ни у кого не просит воды. The purport: this practice of forbearance, taroriva sahishnuna, is very difficult. Вот эта практика терпения, которая говорится вот в стихе, очень трудна. But when one actually engages in chanting the Hare Krishna mantra, the quality of forbearance automatically develops. Но когда человек начинает воспевать святые имена, то качество терпения автоматически развивается. A person advanced in spiritual consciousness through the chanting of the Hare Krishna mantra need not practice to develop it separately. Человек, продвигающийся на пути духовного самоосознания, не должен отдельно практиковать это качество. For a devotee develops all good qualities simply by chanting the Hare Krishna mantra regularly. Поскольку преданный автоматически развивает все хорошие качества за счет регулярного повторения святого имени. It is described in Chaitanya Charitamrita, also Nectar of Devotion, that devotees, pure devotees, develop 26 good qualities. В Чайтанья Чаритамрите, а также в Нектаре преданности описывается, что преданные развивают в себе 26 хороших качеств. Among them, one is primary and 25 are secondary. Из них одно является самым главным, а 25 являются второстепенными. So the primary quality is that devotee is surrendered to Krishna. Самым главным качеством, основным, является то, что преданный предается Кришне. So due to surrender to Krishna, the other qualities develop.
За счет предания Кришны все остальные качества развиваются. Well, surrender to Krishna means accepting Krishna's authority and instructions. Предаться Кришне означает принять наставление Господа, Which includes the instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu, as he is also Krishna himself. что также включает в себя принятие наставлений Господа Чайтаньи, поскольку он сам является Господом Кришны. So he's telling us to constantly chant the holy names of Krishna attentively and offenselessly. Он говорит нам, что мы должны постоянно, без оскорблений и внимательно повторять святые имена. So if we do that, it is surrender to Krishna. И если мы это делаем, то это является преданием Кришне. To sacrifice one's time and energy in chanting the holy names, that is surrender to Krishna. Когда человек жертвует свое время и энергию на повторение святых имен, это есть предание Кришне. That's why we say Harinam Yagya, Sankirtan Yagya. Поэтому мы говорим Харинама Яги, Санкиртана Яги. It is a sacrifice, an offering to the Lord through the chanting of His holy names. Это пожертвование, подношение Господу за счет воспевания Его святых имен. So if one does that in the association of devotees, then gradually good qualities will develop. Поэтому если человек делает это в обществе преданных, то постепенно все эти качества развиваются в нем. Including forbearance, tolerance. И включая терпение. Эй мота Vaishnav kari kichuna magibo, ayachita vriti kingva shakafala kaibo. Thus, a Vaishnava should not ask anything from anyone else. Не должен ли Вайшнав ничего просить ни у кого? If someone gives him something without being asked, he should accept it. Если кто-то дает ему что-то, а он этого не попросил, он должен принять. But if nothing comes, a Vaishnav should be satisfied to eat whatever vegetables and fruits are easily available. Но если никто ничего ему не дал, Вайшнав должен есть те фрукты и овощи, которые можно легко найти. Sadhanama loiba yata labite santosh eta achar kori bhakti dharma posh. One should strictly follow the principle of always chanting the holy name. Человек должен строго следовать принципу всегда повторять святое имя. And one should be satisfied with whatever he gets easily. И человек должен удовлетворен тем, что он получает легко. Such devotional service, such devotional behavior solidly maintains one's devotional service. Такое поведение преданного поддерживает должным образом преданность человека. Trinadapi sunichena taroriva sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. One who thinks himself lower than the grass, Тот, кто считает себя ниже травы, who is more tolerant than a tree, который более терпелив, чем дерево, and who does not expect personal honor, и который не ожидает почтения к себе, yet is always prepared to give all respect to others, но всегда готов оказывать почтение другим. can very easily always chant the holy name of the Lord. Тот всегда легко может повторять святые имена Господа. Purport: the grass is specifically mentioned in this verse because everyone tramples upon it, yet the grass never protests. Комментарий. В этом стихе специально говорится о траве, поскольку ее всегда топчут, но она никогда не протестует. This example indicates that a spiritual master or leader should not be proud of his position. Это означает, что духовный учитель или какой-то лидер не должен гордиться своим положением. Being always humbler than an ordinary common man, he should go on preaching the cult of Chaitanya Mahaprabhu by chanting the Hare Krishna mantra. Будучи более смиренным, чем обычный человек, он всегда должен идти и проповедовать учение Господа Чайтаньи Махапрабху. Urdhva bahu karikahu shuna sarvaloka nama sutri ganti para kante e shloka. Raising my hands, I declare, everyone please hear me. Подняв руки, я провозглашаю: все слушайте меня. String this verse on the thread of the holy name. Нанизайте этот стих на
нитку святого имени. And wear it on your neck for continuous remembrance. И носить ее вокруг своей шеи, чтобы всегда помнить о ней. Purport: when chanting the Hare Krishna mantra in the beginning, one may commit many offenses, which are called nama-basa and nama-parad. Комментарий. Начиная повторять святые имена, человек может повторять нама-абхасу или нама-аппаратку, совершать оскорбления. In this stage, there's no possibility of achieving perfect love of Krishna by chanting the Hare Krishna Maha Mantra. На этом уровне никоим образом нельзя достичь совершенства в поклонении Господу, в чистом повторении Махамантры. Therefore, one must chant the Hare Krishna Maha Mantra according to the principles of the above verse. Trina dapisuni chena tahor eva sahishnuna. Поэтому человек должен повторять святые имена, следуя принципу, упомянутому в этом стихе. One should note in this connection that chanting involves the activities of the upper and lower lips as well as the tongue. Поэтому при повторении человек должен задействовать верхнюю и нижнюю губу, а также язык. All three must be engaged in chanting the Hare Krishna Maha Mantra. При повторении Харе Кришна Махамантры необходимо задействовать язык и обе губы. The words Hare Krishna should be very distinctly pronounced and heard. Слова Харе Кришна должны быть очень четко произноситься и слышны быть. Sometimes one mechanically produces a hissing sound instead of chanting with the proper pronunciation with the help of the lips and tongue. Иногда при повторении человек издает какие-то шипящие звуки вместо того, чтобы четко произносить слова. You've heard sometimes. Да, вы слышали, наверное, иногда. So we must chant clearly. Поэтому мы должны повторять четко. Chanting is very simple, but one must practice it seriously. Повторение святых имен — это легкий процесс, но нужно повторять его искренне и серьезно. Therefore, the author of Sri Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj Goswami, advises everyone to keep this verse always strung about his neck. Поэтому автор читания Чаритамриты Кришна Дас Кавирадж советует всем носить на шее этот стих. So that is like the motto of the Vaishnavas. Поэтому это как слоган, девиз вайшнавов. And one sees that verse inscribed on many temples throughout Bengal and throughout Vrindavan. И можно увидеть, что на многих храмах Бенгалии и Вриндавана эти слова написаны. Prabhu Agyai Kora E Shloka Acharan Avashya Paibe Tabe Sri Krishna Charan. One must strictly follow the principles given by Lord Chaitanya Mahaprabhu in this verse. Человек должен строго следовать принципам, которые Чайтанья Махапрабху дал в этом стихе. If one simply follows in the footsteps of Lord Chaitanya and the Goswamis, certainly he will achieve the ultimate goal of life, the lotus feet of Lord Krishna. Если человек будет следовать по стопам Господа Чайтаньи и Госвами Вриндавана, то он обязательно сможет достичь высочайшей цели жизни — лотосных стоп Господа Кришны. Hare Krishna. Okay, any question? Вопросы? Yeah. Пожалуйста, скажите, вот, помимо повторения святых имен, вы должны также видеть, читать книги Шри Прабхупады, то есть это философия, которую давал в своих комментариях. Потому что иногда некоторые начинающие преданные путают эту философию с гьяной. Считают, что это в каком-то смысле гьяна. Скажите, как это правильно? He says that, well, we have to chant the holy name, and we also have to read Srila Prabhupada's books. But many devotees, they confused. They think that reading Srila Prabhupada's books is the same as jnana. This is why they don't do it. Can you comment on this? No, this hearing from the Vaishnava Shastras, this is not some kind of mundane jnana. Это не какая-то обычная гьяна, это слушание Вайшнава Шастр. This is transcendental knowledge. Это трансцендентное знание. In the fourth chapter of Bhagavad Gita is called transcendental knowledge.
4 глава Бхагавад-гиты называется «Трансцендентное знание». And it says there that in this world there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. И в ней говорится, что в этом мире нет ничего такого трансцендентного, и нет ничего более чистого и возвышенного, чем трансцендентное знание. So one who acquires this transcendental knowledge, he enjoys the supreme spiritual peace. Человек, который постигает это трансцендентное знание, он наслаждается высочайшим миротворением. Jnana and Jnana Yoga, the goal generally is merging into Brahman. Целью гьяна и гьяна-йоги является слияние с Брахманом. But the goal of Bhakti Yoga is eternal service to Krishna, through which one acquires Krishna Prema. Но целью бхакти-йоги является служение Господу Кришне, за счет чего человек получает Кришна-прему. But it's important to get some understanding of the process. Но необходимо понять обрести некоторое понимание процесса. So therefore, the first in the 9 processes of bhakti mentioned by Prahlad Maharaj, the first one is Shravanam. Из 9 процессов преданного служения, упомянутых Прабхавадом Махараджем, первым является слушание, шраваном. To hear. То есть слушание, слушать. To hear what? Слушать что? To hear transcendental knowledge. Слушать трансцендентное знание. From where? Из каких источников? From the bona fide scriptures. Из истинных шастр. That is to say, from Krishna and from the bona fide acharyas. То есть от Кришны и от истинных ачарьев. You see. So Prabhupada's books, they are translations of these bona fide Vaishnava scriptures. И книги Шрилапады являются своего рода переводами вот этих других книг ачарьев, вайшнавов. Of the bona fide Истинных ачарьев, истинных, прошу прощения. Книги Шрилапады являются переводом истинных шастр. Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Sri Chaitanya Charitamrita, with commentary. Вот эти книги с комментариями. And in the commentary, Prabhupada is constantly quoting the previous acharyas. И в своих комментариях Шрилапада всегда цитирует предшествующих ачарьев. So this is not some mundane process of acquiring mundane knowledge. Это не какой-то мирской процесс по обретению мирского знания. Neither is some kind of mental speculation. Также это не является какой-то умственной спекуляцией. Neither is it some process to merge in Brahman. Также это не является процессом, целью которого является слияние с Брахманом. No, this is a part and parcel of Bhakti Yoga. Это неотъемлемая часть бхакти-йоги. Бывает так, что преданные заняты постоянно воспеванием, изучением священных писаний, еще служением, но тем не менее остаются неудовлетворенными. Хотя в Бхагавад-гите Кришна говорит, что путь достижения его исполнен счастья. Почему вот это происходит, что преданные некоторые в целом не удовлетворены, некоторые не? It could be some offenses. Возможно, не совершают какие-то не. Could be some offenses are there. Возможно, они совершают какие-то оскорбления. Could be some inattention is there. Возможно, какая-то невнимательность. Could be some residue of material desires. Могут какие-то остатки материальных желаний. So we have to be careful to try to avoid offenses and be attentive. Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы избегать оскорблений и невнимательности. And to chant with full vigor and enthusiasm. И мы должны повторять святые имена с энергией и энтузиазмом. It's not surprising in the material world that people become disturbed. We quoted the verse from the Bhagavatam. Above all, in Kali Yuga, people are always disturbed. Неудивительно, что в материальном мире люди начинают испытывать беспокойство. Об этом говорится в Бхагаватам. So, and all around there are many disturbing factors.
И вокруг существует столько отвлекающих, беспокоящих факторов. So many people who are simply absorbed in gross material sense gratification. Столько людей, которые просто поглощены вот этим стремлением к удовлетворению грубых материальных чувств. That is being advertised everywhere. You're driving in the car everywhere. Везде это рекламируется, и, допустим, едете вы на машине. On the internet, on the television. По интернету, по телевидению. So the atmosphere of Kali Yuga is very disturbed and contaminated. Поэтому вся атмосфера в Кали-югу очень наполнена беспокойством и осквернением. So devotee may become affected by that. И это может повлиять на преданного. And thus he may feel some dissatisfaction or disturbance. И поэтому он может чувствовать какую-то неудовлетворенность или обеспокоенность. But the very determined and serious devotees who endeavor seriously to be attentive and avoid offenses, generally they are much more satisfied at heart. Но преданные, которые исполнены решимости и серьезно занимаются вот этой практикой, как правило, они имеют больше удовлетворения в своем сердце. So we should try to associate with very serious and enthusiastic devotees. Поэтому мы должны общаться с очень преданными, очень серьезными и энтузиастичными преданными. If we read Prabhupada's books, if we hear from Prabhupada's books, we're associating with a very elevated personality. Если мы читаем книги Шрилы Прабхупады или слушаем из книг Шрилы Прабхупады, то мы общаемся с очень возвышенным преданным. It will help us to become stronger and more determined in Krishna consciousness. Это поможет нам стать сильнее и более решительным в обретении сознания Кришны. And if we enthusiastically join the kirtan and chant our japa, this will also give us strength and determination. Если мы с энтузиазмом присоединяемся к киртану и повторяем джапу, это также даст нам больше решимости и энтузиазма. But as long as we're in the material world, there's always the possibility to become affected by the materialistic atmosphere around. Но поскольку мы пребываем в материальном мире, то всегда есть вероятность того, что материальная атмосфера будет действовать на нас. So we have to try to protect ourselves by good association and serious practice. Поэтому мы должны постараться защитить себя за счет правильного общения и серьезной духовной практики. Махарадж, получая такие высокие трансцендентные знания, как уберечься от гордыни? When you get such a sublime, transcendental knowledge, how can you not become proud? How to avoid it? Well, Prabhupada said, keep following the process. Шрилапада говорит, продолжайте следовать процессу. Because if a devotee is serious, if he becomes proud, it will just disturb his consciousness. Если преданный серьезно практикует, и если вдруг он возгордился, то это просто будет приносить ему беспокойство. And if he's intelligent, he'll understand that's a source of dissatisfaction and disturbance. И если он достаточно разумен, он поймет, что вот эта гордыня просто является источником неудовлетворенности и беспокойства. If a devotee is humble, then he can live much happier and more peacefully. Если преданный смиренен, то он может жить более счастливо и испытывать больше удовлетворения. So an intelligent person will understand that. Поэтому разумный человек поймет это. So he won't have any use for pride. Поэтому он не будет склонен к гордыне. Humility is much more valuable asset. Смирение – это гораздо более ценный актив, так сказать. Yes. Скажите, пожалуйста, вот джапа – это аскеза и работа, а киртан с преданными – это нектар. Это нормально, это пройдет, так должно быть? Или джапа и киртан, они должны быть нектар? Well, I think, there's some truth in what you say, because,
it's generally easier to absorb oneself in chanting when there are lots of people chanting together and they're chanting very loud and enthusiastically. Есть определенная правда в том, что ты говоришь, потому что, конечно, когда так много преданных все вместе с энтузиазмом начинают успевать, то гораздо проще вовлечься в этот процесс. See, where a japa may require more, determination and work. В то время как джапа, она требует больше решимости и работы. And the Yuga Dharma is Harinam Sankirtan, it's congregational chanting. А юга-дхарма является именно санкиртана ягья, да, то есть совместное воспевание. So if we regularly perform, congregational chanting together, it will make it a lot easier for us to chant japa attentively. Если мы регулярно занимаемся совместным воспеванием, то это поможет нам и с большей легкостью повторять джапу. Я слышал от некоторых преданных такие настроения, что Господь Чайтанья сказал, что санкиртана, она более даже важна, чем индивидуальное воспевание. И что ради санкиртана, ради киртана, такового воспевания, можно даже пренебречь своими кругами. Я понимаю, что, наверное, это неправда, но что им сказать в этом случае? Some devotees tell him that since Chaitanya Mahaprabhu, stressed the importance of congregational chanting, so for the sake of keeping together with devotees, you can even neglect your personal japa. He feels that it's wrong, but what can he say, to those people? What arguments can he use to say that it's a wrong mood? Well, Prabhupada, he requested his disciple to chant 16 round japa. Прабхупада требовал от своих учеников, чтобы они повторяли 16 кругов мантры. We see our acharyas, they also regularly chanted japa. И мы знаем, что наши ачарьи регулярно повторяли джапу. And Lord Chaitanya also regularly chanted japa. И Господь Чайтанья также регулярно читал джапу. He would count on his fingers when he chanted japa. Он повторял на пальцах джапу. So, we are following the footsteps of the Lord Chaitanya and the acharyas. Поэтому мы следуем по стопам Господа Чайтаньи и ачарьев. So, of course, Kirtan, Harinam, Sankirtan is especially important. Конечно, киртан, санкиртан и яги особенно важный процесс. But japa is also recommended by the scriptures and the acharyas. Но священные писания и ачарьи также рекомендуют и повторение джапы. So we should not neglect. Поэтому мы не должны пренебрегать ей. Yes, please. Well, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said we have to beat the mind. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур сказал, что мы должны избить свой ум. And 100 times in the morning, 100 times in the evening. 100 раз его побить утром, 100 раз побить вечером. We beat it by chanting the holy names. И бьем мы его, повторяя святые имена. That is the process. Таков процесс. Скажите, пожалуйста, вот материальная природа — это низшее прокрытие, то есть энергия, а жива — это высшее прокрытие. Почему же так материальная энергия легко справляется с высшей прокрытием и сколько она может беспокоиться? So the question is, since Jiva is a higher prakriti and material world is lower prakriti, so why does this lower energy, beats the higher energy so easily? Because it's also one of Krishna's energies. Потому что она также является одной из энергий Кришны. Daivihecha gunamai mama maya dharatyaya mameva ye prapadyante maya metam tarantite. Krishna said, this divine energy of mine, consisting of the three modes of material nature, is very difficult to overcome. Кришна говорит, это божественная энергия, состоящая из трех гун материальной природы, ее очень трудно победить. So Krishna himself is saying it. It's one of his energy. It's a divine energy, and it's difficult to overcome. Кришна сам говорит, что это его божественная энергия, ее очень трудно победить. But
One who has surrendered to me, he says, can easily cross beyond it. Он говорит, но тот, кто предался мне, тот сможет с легкостью преодолеть ее. Hare Krishna. Okay, last question. Последний You вопрос. also have? No. Okay, last question, yeah. The qualification for chanting Shudhanam, can you say, using your own experience, what qualities you should have to chant the Shudhanam? I don't have the experience of chanting. У меня нет опыта чтения Шудханама. But, I think the qualities are, as mentioned here, humility, determination. Я думаю, как здесь упоминается, это такие качества, как смирение, решимость. We know that verse of Rupa Goswami, Utsahan Nischayad Daryat Tat Tat Karma Pravartanat. Вот этот знаменитый стих Рупы Госвами. Sangachaga Sato Vriti Sadbir Bhaktir Prasidati. It gives 6 things which are favorable for advancement in devotional service, pure devotional service. Он упоминает 6 вещей, которые благоприятны для чистого процесса преданного служения. Enthusiasm, Энтузиазм, endeavoring with determination, прилагание усилий с решимостью, patience, терпение, following the rules and regulations of Bhakti Yoga, следование правилам и предписаниям бхакти-йоги, avoiding the association of materialistic persons, избегание общения с материалистичными людьми, and following the footsteps of the previous acharyas. исследование по стопам предшествующих ачарьев. These are the items that he recommends for making good progress in Krishna consciousness. Это те вещи, которые он рекомендует для того, чтобы достигнуть успеха в преданном служении. So Hare Krishna. Thank you so much. Srila Prabhupada ki Harinam Sankirtan Yagya ki